Приветствуем вас, друзья, на канале Фактограф. Сегодня мы поговорим о еде, употребление которой может стать фатальным событием для человека. Вы когда-нибудь задумывались, какие продукты могут угрожать вашему здоровью? В этом видео мы расскажем о самых опасных продуктах питания в мире, от экзотических деликатесов до безопасных, на первый взгляд, овощей и фруктов. Вы узнаете, какие продукты требуют особой осторожности, как правильно их готовить и к каким продуктам лучше не прикасаться, чтобы избежать неприятностей. Мы расскажем вам, почему нельзя есть сырые орехи кешью и зеленый картофель, почему запретили употреблять в пищу кровавые моллюски и пить уруши чай, а также где едят опасные для здоровья блюда под названием фисик и лютефиск. Но перед этим не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. А теперь поехали! Кровавые моллюски. Кровавых моллюсков готовят и выращивают во многих странах. Свое название они получили из-за ярко-красной окраски. Такой цвет обусловлен наличием большого количества гемоглобина внутри. Как бы мясо кровавых моллюсков жутко не выглядело, оно употребляется в пищу как в вареном виде, так и в сыром. Тем не менее, есть их опасно. Дело в том, что эти моллюски содержат различные вирусы и бактерии. Самой ужасной антирекламой кровавых моллюсков стала эпидемия гепатита А, случившегося в начале 1988 года в Китае. Тогда было инфицировано 300 тысяч человек. Исследования показали, что практически все они незадолго до вспышки употребляли сырых кровавых моллюсков с одного рынка в Шанхае. Все эти люди приобрели тяжелое хроническое заболевание печени, серьезно повлиявшее на их качество жизни. После этой пандемии в Шанхае ввели запрет на кровавые моллюски Тегеларка граноса. Физостигма ядовитая или калабарские бобы. Физостигма ядовитая – это лиана, которая растет в тропиках Западной Африки и плодоносит овальными, сдавленными с боков темно-коричневыми бобами. В состав семян, находящихся внутри боба, входит несколько алкалоидов. Главный из них – физостигмин. Бобы крайне ядовиты для человека. Употребив в пищу это растение, можно вызвать мышечные спазмы, судороги, диарею, недержание мочи и остановку дыхания. Желающих полакомиться этими опасными бобами вы вряд ли найдете, однако в Южной Нигерии, в провинции Калабар, их использовали для так называемого «божья суда». Человек, подозреваемый в преступлении, был обязан съесть горсть плодов. Если он не умирал после этого, то его считали невинным. С научной точки зрения, выживали обычно те, у кого прием бобов вызывал рвоту. Таких людей освобождали от кары за любое преступление. Если же естественное очищение желудка не происходило и у подсудимого возникали судороги, то его признавали виновным и забивали палками до смерти. Здесь здравый смысл покинул чат. Сырые орехи кешью. Запомните, никогда не ешьте орехи кешью в сыром виде. Есть их можно только после обработки. Как правило, сырые орешки, которые мы видим в супермаркете, на самом деле уже прошли паровую обработку. В 2020 году издание Healthline опубликовало материал, в котором сообщается, что употребление ореха кешью в сыром виде может спровоцировать смерть. Дело в том, что необработанный кешью имеет маслянистый токсин урушиол. Это вещество считается ядовитым, а его употребление может спровоцировать контактный дерматит, который впоследствии провоцирует возникновение на коже пятен и шишек, сопровождающихся зудом. Смертельной опасности подвергаются люди, которые употребляют кешью в сыром виде, имея при этом непереносимость урушиола. Причем к летальному исходу может привести даже небольшая доза этого токсина. В то же время в обработанных кешью опасные вещества ликвидируются, и орехи превращаются в кладезь мононенасыщенных жиров, витаминов, минералов и антиоксидантов. Лютефиск. Лютефиск – это не еда, а оружие массового поражения. Это пример пищи, вкус которой ни на что не похож, но при этом вызывает столь сильные эмоции, что буквально отправляет человека в нокаут. Так этот продукт охарактеризовал американский кулинарный критик Джеффри Стейнгартен. В целом он был прав. Лютефиск делают из трески, которую сначала высушивают, потом замачивают в концентрате щелочи. После этого рыбу промывают и жарят или запекают. Получается вонючее рыбное желе. Полностью удалить едкий щелочной раствор из продукта невозможно, поэтому лютефиск может вызвать гастрит и язву желудка. Если у вас уже есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, то дегустация лютефиска вызовет у вас сильнейшую боль. Несмотря на это, лютефиск считается
считается традиционным рождественским скандинавским блюдом, которое пользуется популярностью в Норвегии, Швеции и некоторых районах Финляндии. Манчинель или манцинеловое дерево. Манчинель или яблоко смерти скрывает за своим безобидным видом смертельную угрозу. Это дерево встречается в тропических регионах Северной и Южной Америки. Растение получило широкую известность из-за ядовитого млечного сока, содержащегося во всех его частях, в том числе в плодах. Несмотря на то, что его плоды выглядят, пахнут и даже на вкус напоминают обычные зеленые яблоки, их сок содержит множество токсичных веществ, включая фарбол. Даже небольшая капля может вызвать сильные ожоги кожи и невыносимую боль. От прикосновения до проглатывания любое взаимодействие с деревом может привести к серьезным последствиям, от желудочно-кишечных расстройств до конвульсий и даже смерти. Манцинеловое дерево настолько ядовито, что вы можете быть в опасности, просто стоя рядом с ним. Вдыхание распыленных в воздухе частиц сока или даже попадание на кожу потока дождевой воды с дерева также может привести к смерти. Теперь понимаете, насколько внешний вид бывает обманчив? Уруши-чай. С давних времен японцы практиковали экстремальную форму буддизма под названием сокку шинбуцу. Одним из странных аспектов этого учения было достижение просветления посредством мумифицирования себя самого еще при жизни. Согласитесь, даже звучит жутко. Ключевой частью ритуала был чай, сделанный из дерева уруши, которое еще называют лаковым деревом. Это дерево содержит смертельное количество концентрированного яда урушиола, который также содержится в ядовитом плюще, но в меньшем количестве. Почти сразу после употребления напитка из тела естественным путем выходила вся жидкость. Оставшаяся плоть становилась настолько токсичной, что в ней даже личинки не появлялись. Приготовленный особым образом чай сам по себе не был смертельным. Если его использовали должным образом, то еще до смерти он мумифицировал тело и спасал его от гниения и разложения после окончания жизни. Таким образом, японцы превращали себя в живые мумии. Сегодня чай уруши в Японии запрещен. Зеленый картофель. Любители картошки, вы когда-нибудь замечали зеленые пятна на бульбах? А знали ли вы, что такие овощи есть нельзя? Это научный факт. Зеленый цвет картофеля появляется из-за содержания в нем хлорофилла, который образуется при длительном хранении картофеля на свету. Хлорофилл не только придает картофелю зеленый цвет, но и является индикатором того, что в бульбах содержится токсин солонин. В норме солонин в картофеле есть всегда, но в зеленых участках его намного больше. Солонин защищает картошку от вредителей, однако для человека он ядовит. Потребление большого количества солонина может вызвать серьезные последствия для здоровья, включая головокружение и головные боли, тошноту и рвоту, диарею и желудочные боли, а в тяжелых случаях нарушение нервной системы и дыхания. Конечно, вы можете срезать зеленые части, да и при варке часть яда уходит в воду, но все же, если вы купили зеленый картофель, то лучше выбросьте его и не рискуйте своим здоровьем. Африканская роющая лягушка или же лягушка-бык. Это довольно крупное земноводное, обитающее в Центральной и Южной Африке. В ряде жарких стран, в частности Намибии, роющую лягушку употребляют в пищу. Самое интересное, что если съесть лапки этой лягушки, то ничего страшного не произойдет. Однако зачем обходиться только лягушачьими лапками, как во Франции, если можно скушать всю лягушку? В этом-то и кроется основная опасность. Если съесть такую лягушку до начала сезона размножения, это означает рискнуть собственным здоровьем. Молодые особи, которые еще не начали размножаться, наиболее смертоносные. В них содержится ряд опасных токсичных веществ, которые могут убить человека. Употребление их в пищу может вызвать смерть от почечной недостаточности, поэтому лягушка-бык, несомненно, входит в категорию «самая опасная еда». Но африканцев этот факт не останавливает. Фисик. Представляем вам египетское блюдо с душком, которое готовили еще во времена фараонов. Ферментированную кефаль. Его можно отведать в Египте в день весеннего фестиваля Шам-эль-Нисим. Рыба высушивается под солнцем и выдерживается в соляном растворе, после чего она готова к употреблению. В результате получается необычное блюдо с очень сильным запахом тухлятины, который наверняка ощутили даже через экран телефона или компьютера. Но гарантии, что вы останетесь живы после того, как ее попробуете, нет. Незначительное нарушение технологии и здравствуй ботулотоксин.
Ну и, как следствие, тяжелое поражение нервной системы. Каждый год Министерство здравоохранения Египта предупреждает: держитесь подальше от употребления блюда под названием фесик. Однако призывы египетских чиновников не работают. Так, например, в 2015 году 6 человек было госпитализировано с сильнейшим отравлением после поедания этой рыбы. Статистика за 2019 год еще более печальная. Как минимум 80 человек отравились, 2 погибли. Ревень. Кто не знает ревень? Ревень знают, пожалуй, все. Его широко используют в кулинарии, например, готовят вкусное и полезное варенье. Но при этом мало кто знает, что в корне и в листьях растения содержится много щавелевой кислоты, токсичного вещества, способного вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Хотя для летального исхода нужно съесть около 5 килограммов листьев, даже небольшое количество может быть опасным. Симптомы отравления включают тошноту, диарею, затрудненное дыхание, боль в глазах и покраснение мочи. Также листья, корни и цветы ревеня содержат в себе большое количество оксалата кальция. Он имеет свойство накапливаться в организме человека, вызывая образование камней в почках и повышая риск возникновения почечной недостаточности. Поэтому при желчекаменной и мочекаменной болезни от ревеня лучше отказаться. А чтобы растение приносило пользу и не создавало опасности для организма, стоит употреблять его не чаще 2-3 раз в неделю. Теперь вы знаете, какие продукты и блюда являются самыми опасными, и можете сами для себя решить, стоит их пробовать или все же лучше не рисковать. Если хотите еще больше узнать о самых опасных продуктах, среди которых рыба фугу, сыр касу-марцу, санакчи, то переходите по ссылке и смотрите наше видео о самой странной еде со всего мира. На этом у нас все, друзья. Спасибо вам за просмотр. Не забудьте поделиться в комментариях, какой опасный продукт из нашей десятки стал для вас открытием.